Экстренное обращение к союзникам. Страна осталась без ПВО. Помощи Киеву больше не будет. Призывы министра и слова президента. Россия резко начала атаку. Москва призывает к диалогу и одновременно угрожает. Что происходит? Президент отменил переговоры. Капитуляция под видом сделки снова на столе. На кого теперь давит Трамп? Заявление из Белого дома. Объявлена угроза национальной безопасности, нападение на друга Путина, использованы методы Кремля. Кто стоит за атакой и была ли она на самом деле? Срочная эвакуация, город стирают с карты, катастрофа неминуема. Эти и другие самые главные события вечера вторника, 27 января. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Ужасная ночь. Казалось бы, жителей Украины уже нельзя удивить обстрелами, но у россиян это получается, ведь с каждым разом эти обстрелы все циничнее и циничнее. Ночью Одесса пережила массированную атаку ударных дронов. Повреждены объекты инфраструктуры, церковь, жилые дома, детский сад, магазины, стройплощадка. По данным властей, пострадали более 20 человек. Среди них 2 ребенка и беременная женщина. Власти уточняют, что в городе продолжаются аварийно-спасательные работы и поиск людей под завалами. В разных локациях фиксировали разрушения квартир и пожары в многоэтажках, развернуты оперативные штабы. Германия больше не поможет, просто нечем. Дальше как-то сами. Примерно так можно перевести заявление министра обороны. Борис Писториус заявил, что у Берлина осталось мало возможностей для дальнейшей поддержки украинской ПВО. Об этом пишут немецкие медиа. По словам Писториуса, Германия уже сделала непропорционально много. В частности, передала Украине более трети имеющихся у нее систем Patriot и продолжает поставки комплексов IRIS-T. Было бы хорошо, если бы одна или две другие страны могли найти и поставить что-то еще для поддержки Украины. При этом, подчеркнул министр, нынешних объемов помощи недостаточно на фоне заметного усиления российских атак. Писториус призвал союзников увеличить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны. Новые условия Трампа или старые подпольные ультиматумы? Похоже, мирный процесс отодвигается еще дальше. Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с переговорами, описывает позицию администрации США так. Гарантии безопасности для Украины могут быть увязаны с согласием Киева на условия будущего мирного соглашения, включая вывод украинских войск из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей. Публично текста такого документа, конечно же, нет, официальных подтверждений от сторон переговоров на момент публикации тоже нет. Пересказы этой версии разошлись по ряду изданий і агентств. Потрібні реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою. Відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск, його наслідки, результат санкцій, результат блокування російських операцій. Все це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. При этом в Белом доме эту информацию отвергают. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала сообщение Financial Times полностью ложным. Контекстно похожие пакеты условия в западных утечках уже появлялись и раньше. Reuters в начале января писали, что в обсуждениях могла фигурировать идея предоставления Украине статуса свободной экономической зоны при условии вывода войск из части Донецкой области. То есть в медиа циркулируют разные варианты так называемого обмена, но все еще нет официальной позиции. Звонка не будет, но Белый дом делает вид, что все под контролем. Пресс-секретарь заявила, перед новым раундом переговоров по Украине и России телефонных разговоров президента США ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским не запланировано. Мне неизвестно о каких-либо запланированных звонках. Однако президент остается глубоко вовлеченным и, разумеется, получает информацию от своих советников. Команда президента действительно усадила за один стол две стороны этой войны и приблизила процесс к миру. Так что президент не отказывается от мирного процесса. Он, очевидно, только что встречался с президентом Зеленским, когда мы были в Давосе в Швейцарии. При этом, по ее словам, президент глубоко вовлечен в мирный процесс и регулярно получает доклады от своих советников, в том числе Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткофа. Каролин Левит добавила, что на прошлых выходных прошла историческая многосторонняя встреча, где команда президента свела обе стороны ради продвижения к миру. Второй раунд переговоров назначен на воскресенье, 1 февраля.
Венгрия идет в атаку. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Украина якобы пытается вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране. По его словам, венгерские органы нацбезопасности проанализировали последнюю атаку Украины, это была цитата, и пришли к выводу, что речь идет о скоординированных действиях, направленных на влияние на избирательный процесс. На прошлой неделе украинские политические лидеры и даже сам президент сформулировали в адрес Венгрии и венгерского правительства крайне оскорбительные и угрожающие сообщения. Но мы не можем позволить никому подвергать опасности суверенитет Венгрии. На этом фоне Орбан поручил министру иностранных дел Петеру Сиярто вызвать украинского посла на разговор и подчеркнул, что Будапешт не позволит ставить под угрозу суверенитет Венгрии и честность выборов. Орбан также заявил, что на прошлой неделе украинские политические лидеры, включая президента Украины, допускали в адрес Венгрии и ее правительства оскорбления и угрозы. Действительно, Владимир Зеленский, выступая в Давосе, сказал о некоем Викторе. Но ведь таких Викторов может быть много. Зачем принимать на свой счет? Каждый Виктор, который получает деньги из Европы, одновременно пытаясь распродать европейские интересы, заслуживает хорошего подзатыльника. Если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превращаться в маленькие Москвы. А в Кремле уже начали атаку на европейские страны, пока только словесную. Мол, а почему они нас не любят? Дмитрий Песков обвинил Польшу и страны Балтии в сознательной демонизации России и заявил, что в отношениях Москвы с этими государствами якобы есть серьезное непонимание. По его версии, там все политики, которые приходят к власти, начинают ненавидеть Россию и россиян. Дефицит дружеских чувств. Вот взять, например, Польшу. Да? Вот с Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. И все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских. Ошибка ли это? Ошибка, большая ошибка. Запад, по его мнению, искаженно воспринимает действия Москвы. Россия, по его словам, не стремится к конфронтации, а защищает собственные интересы. Западным странам, говорит Песков, стоит обратиться к российской культуре и опыту. И делает вывод, что взаимодействие с Россией принесло бы больше пользы, чем противостояние и санкции. Вот так, а вы как думали? Трамп продолжает стремительно терять друзей, а США – позиции в мире. Индия и ЕС заявили, что переговоры по соглашению о свободной торговле завершены, а политическое объявление состоялось сегодня на саммите Индия-ЕС с участием Нарендра Моди, Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Коште. В индийской стороне эту сделку уже называют «Mother of all deals» – «Мать всех договоров». Это соглашение о свободной торговле увеличит инвестиции между Индией и Европейским Союзом. Оно поможет создавать новое партнерство в сфере инноваций и укрепить цепочки поставок на глобальном уровне. То есть это не просто торговое соглашение, это новый план совместного процветания. Дальше юридическая вычетка текста примерно на 5-6 месяцев, затем формальное подписание и ратификация в ЕС, Европарламентом и Советом ЕС, в Индии, Кабинетом министров. Параметры, которые звучат в публичных материалах, это снижение или обнуление пошлин примерно для 96% экспорта товаров ЕС в Индию. Оценка экономии пошлин для европейского бизнеса – это около 4 миллиардов евро, а ввод в действие ожидают в 2027 году. Сцены из прошлых столетий, страшная резня с выключенным интернетом. Журнал «Тайм» со ссылкой на 2 высокопоставленных чиновников Минздрава Ирана пишет, что только за 8-9 января силовики могли убить до 30 тысяч протестующих за 48 часов. При том, что лояльные режиму источники 21 января назвали официальную цифру 3117. Издание подчеркивает, независимо подтвердить такие масштабы «Тайм» не смог, но утверждает, что тайный подсчет смертей по больницам, собранный на основе данных медиков и экстренных служб, дает сопоставимый итог – 30 304 человека, по оценке немецко-иранского офтальмолога Амира Парасты, причем без учета военных госпиталей и ряда других каналов. Для сравнения, базирующееся в США агентство новостей правозащитников заявило, что подтвердило 5459 смертей и расследует еще 17 тысяч случаев. В тот четверг и пятницу иранские спецслужбы убили столько людей, что государство не смогло справиться с утилизацией тел. По словам чиновников, запасы мешков для тел были исчерпаны, и вместо машин скорой помощи использовались 18-колесные грузовики.
Именно из-за разрыва между источниками и невозможности верификации журнал Time отдельно акцентирует: это пока не итоговая цифра, а сигнал о потенциально гигантском масштабе репрессий. В последнее время я получаю много сообщений о том, что сотрудники силовых структур, в том числе в гражданской одежде, приходят в больницы, чтобы выявлять протестующих, а также задерживать их. И это происходит не в одной провинции, а в нескольких. Это создает по-настоящему пугающий эффект. Медицинские учреждения должны быть безопасным местом для всех. В результате раненые протестующие предпочитают не обращаться за медицинской помощью, и это неизбежно приведет к новым смертям и травмам, которые можно было бы вылечить. Журнал пишет, что подобная резня заставила исследователей массовых убийств искать аналоги в истории, и в онлайн-базах им якобы удалось найти сопоставимый пример только в контексте Холокоста, упомянув расстрел в Бабьем Яру в Киеве 29-30 сентября 1941 года. Тогда погибли 33 тысячи человек. Помпеи нашего времени. Город в Италии может исчезнуть не только с карты, но и физически. Городок Нишеми на Сицилии буквально ползет вниз. После проливных дождей там начался оползень, на дорогах пошли трещины, земля продолжает двигаться, а целые кварталы оказались в зоне риска. Служба гражданской защиты уже распорядилась эвакуировать около 500 человек и готовят пункты временного размещения. Оползень расширяется, под угрозой остаются дома и инфраструктура, и все это происходит на фоне недавнего удара циклона Гарри, который, по сообщениям итальянских медиа, уже принес острову ущерб примерно на 1 миллиард евро. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, кто заставил Трампа отказаться от вторжения и угрожал импичментом, о том, как российская армия использовала немецкие методы Второй мировой, пока Москва теряет рынки и уходит во мрак. Как можно точно определить, где находится Путин, и про расследование нового поколения, в котором главный подозреваемый – искусственный интеллект. Посмотрите, если еще не видели, а мы встретимся с вами уже утром.